Итак, друзья мои, доброе утро, пятница, 5 мая. Отстояли мы, отоспались, выспался я конкретно. 13 часов, по-моему, что-то такое, я отдыхал. Мог, конечно, раньше стартануть, но у меня в 11 часов погрузка, что я буду, себя показывать как ударник социалистического труда. Если в 11, значит будем ехать к 11. А то что-то как-то я по привычке приезжаю, а потом получается фигня. А вдруг я приеду, груз в 11, и мне надо будет ждать. Мне скажут, зачем ты приехал так рано? Ну хорошо, у меня пятнашка еще одна есть, потому что я очень хочу приехать на базу сегодня. Витек приходит в Травлину, сразу ко мне поедет, привезет мне там колодочки, кое-какие заказы из Риги. Вот. Хочется его встретить, посидеть ночью. Ну, может быть, он часиков в 2 ночи приедет. Посмотрим. Сколько я тут стоять буду на загрузке и что там дадут мне. Ну, я думаю, что я еще один рейсик сделаю короткий. Тут два варианта бывает. Приедешь, но хотя если они в 11 дают погрузку, да, потом обратный путь, наверное, меня сразу же пошлют на дальний рейс с загрузкой в понедельник. То есть, наверное, может быть, ну так, 50-50, так я рассуждаю. Пойду сразу на базу. Ну, варианта два. Либо я приезжаю, потом еду куда-то грузиться, привожу контейнер в порт, либо я еду, скажем, в Германию, но через базу, погрузка в понедельник. Мне все равно, честно говоря, мне нравится ехать, машина хорошая, настроение отличное. Повторюсь, что вот дождик тут идет, но тепло на улице, сейчас 17 градусов. Ночью, жарко было в кабине. Отстоял я хорошо, стоял левым бортом. Я уже привык, что у меня бак-то слева. Но бывает, говорят, что там типа на границе Голландии, Германии, Голландии, Бельгии залазят. Ну, стараюсь становиться вот так. Ну, хотя, с другой стороны, на этом паркинге, кстати, камеры есть. С правой стороны только, но они есть. Удивительно, но факт. Вот кто-то опять попался. Ну, все больше и больше дождик идет. Мы сейчас, по-моему, к какому-то каналу подъезжать будем, или к реке. У нас справа, в принципе, вода, и слева вода. Это такой как бы перешеек в Голландии. Дождик не помешает, чтобы почище быть. Да, и, кстати, по поводу симки. Ловит Швецию, да, на пароме. Витек проверил. Значит, шведскую симку я смогу зарегистрировать, и у меня возобновится весь мой интернет шведский. Вчера вечером пришло сообщение, походу я Bundle L могу снова зарегистрировать. Да, как я так и понял, что походу получается, что на месяц дается, если ты в течение месяца использовал, то ты не можешь возобновить этот пакет. Очень как-то странно. Но для этого, в принципе, нужно иметь вторую симку. Лайкос. Я, наверное, как я уже говорил, возьму, она бесплатно дается, вторую лайку, и вставлю ее в другой мобильный телефон. Когда, если тот закончится, этот, а то как-то 20 гигабайт за 20 евро как-то дороговато. 40 евро за 60 гигабайт тоже дороговато. Но я привык, что 50 евро за 150 гигабайт. Там есть еще вариант заказать вообще новую симку. Тогда, по-моему, там с доставкой там 40 евро, 30 или 40 евро будет интернет вообще безлимитный в течение месяца.
Но это надо заказывать новую типа симку с доставкой. Можно это все, конечно, попробовать. Не знаю. Ну, пока я думаю, что если есть возможность возобновить, вот этот интернет, как 20-ка закончится, тогда его и возобновлю. Ну, повторюсь, что пойду возьму симку. Пусть будет. Так, 30 километров. 28 минут. Ну да, так и есть. Это, кстати, по-моему, был последний паркинг. Еще один вот мы проехали. Заправкой. Дальше уже паркингов нету на месте. Но, кстати, надо посмотреть будет район тут. Есть там места для промки. Отмечать для себя. Витас вчера встал вместе с Андрюхой. Они оба в Бельгии стоят. И там большая елочка. Он мне бросил точку, я ее поставил себе. Надо вот эти вот места все-таки, где ты приезжаешь на паркинг, ну, на погрузку отмечать, есть там паркинг или нет паркинга. Потому что Бельгия, она такая, там с паркингами вообще туго. И у меня в том районе, куда они поехали с Андреем, у меня там ни одной точки нету. По дороге там есть, и в Брюсселе там есть. Но Брюссель это голый номер. Я там нашел в одном месте, стоял, но фиговасто там стоять, я вам скажу. Район аэропорта там был перерыт, но это полгода назад было, когда там я с нарушениями работал. Тогда надо будет посмотреть. И в этом районе я, кстати, никогда не был, получается, потому что у меня ни одной точки нету. Ну, хотя я стер все автохофы. И да, и вообще надо стирать. Слишком у меня засорен мой список уже. Поначалу он мне как бы нормально для меня было, когда я начинал работать, он мне помогал. Потому что я вот в любом месте, где стоял, на трассах, да, ставил себе отметку. Но, как я понимаю, зачем этим заниматься, если все у меня есть на сайтике, все эти паркинги. И сами понимаете, что на трассе не факт, что будет места. Но вчера в этом, я скажу, я вот подъехал, во сколько я там встал, 19:20 или 20:20, я уже так не помню. По-моему, 19:20 я встал. И что получилось? Блин, место было немерено. А вот я встал, через 15 минут дрынь, и все, полный паркинг. И даже я видел ночью, где-то там в первом часу или во втором часу проезжали машины, искали паркинги. Ну, конечно, в это время, в час ночи, в 2 часа ночи паркинг найти в таких местах, это вообще, блин, утопия, так скажем. Там надо уже идти на промку. Но промка, я говорю, чревата тем, что ты приедешь в промку, встанешь. Ну вот смотрите, вы встали тут. Даже в 12 ночи вы встали. Во сколько вы можете стартануть? В 9 утра. И вот это время как раз оно чревато тем, что вы можете мешать. Вот, кстати, мы сейчас под речкой пойдем в тоннеле.
такая большая, видите, река это, блин, не Гамбург. Вот. Прошли мы. Проехали под водой, так сказать. Подводники. Сейчас с левой стороны у нас заливчик откроется. Походу какой-то. Я вот как-то, знаете, думал, на контейнерах придется работать монотонно, да? Точка А, точка Б, ну плюс, может быть, С и Д. Оказывается, ребята, нет. Такая же работа, как на трейлерах. Я вот сейчас заметил и скажу даже так, что на данный момент, ну правильно, конечно, я уже работаю, 4-я неделя заканчивается на контейнерах. Конечно, у меня точек уже больше, чем было на трейлерах простых. Здесь, в этой компании. Так что все нормально, все интересно. Да, есть повторяющиеся точки. Есть повторяющиеся приятные, а есть повторяющиеся не совсем комфортные такие, вот где-то конфетная фабрика, не фабрика, а конфетный склад, где эти Маоам качают. Там все-таки как-то неудобно там швартоваться, и даже стоять в ожидании неудобно, потому что место такое узкое, слева получается заезд, а справа ты мешаешь легковым выехать, а чуть подашь вперед, либо назад будешь мешать, чтобы выезжали из ворот. Там как-то с этим не продумано. А если ты куда-то там отъедешь, то к тебе сзади пристроится кто-нибудь и по барабану. Он вместо тебя встанет. Последний раз я там был эстонец. Он как-то странно заехал. Я ему говорю, а что ты так заехал передом? И загородил там все. Этот не выедет, ты не заедешь. Я думал, он там первый раз, он, оказывается, не первый раз. А потом на его место, где обычно там задом заезжаешь, стала какая-то цистерна. И уже туда даже я не мог заехать. Вот. Но как бы он меня там торопился, видимо, так обогнал меня хорошо, что в итоге потом я ему помогал там к первой рампе подъезжать, потому что ему пришлось ехать вперед, сдавать назад, потом выезжать опять, чтобы заехать задом и на дальнюю рампу, а там только задом можно заехать. Поэтому и показывают этот самый на гейте, что туда заезжай и там паркуйся. Потому что если на ближайшую рампу, да, либо наоборот, короче, если на ближайшую, ты можешь передом заехать, на вторую тоже. А вот на дальнюю уже только задом, потому что там, ну, плохо, то есть через правый борт надо швартоваться. А стоят эти прицепы без головы, да, там обычно 2 прицепа стоит. Они на второй и на третий стоят. То есть на последний очень тяжело зайти одному. А нет, он, оказывается, что там не первый раз был, но тогда странно, что он так думал. Ну, впереди меня торопился, зато в заднюю рампу. А потом он решил мне начинать помогать. Я говорю, нет, я уже пришвартовался, встал нормально. Там просто, я говорю, я двери не могу открыть. Слишком близко. Малое расстояние между мной и который стоит на следующей рампе, трейлер. Поэтому мне надо было как бы выехать вперед, причем загнуться, да, надо было, чтобы зад отошел от линии рамповой, чтобы я мог двери открыть. Левую. Правую это нет проблемы, а вот левую я не мог открыть. Я говорю, не, все в порядке. Но там надо заранее все-таки двери открывать, чтобы сразу заехать вперед. Но там зато ребята нормальные, блин, на этом,
на этой загрузке. Да вообще в Голландии, я не помню, где было ненормально. Не, в одном месте где-то это была какая-то была непонятка. Что-то я вот так помню, а в Германии это было или Голландия. Какие-то такие, ну, не совсем как бы культурные. И, кстати, Андрей говорил, где-то в Германии на какой-то погрузке есть неадекватный какой-то работник, что-то вечно орет. И даже они, ребята, там жаловались на фирму, что очень бескультурный, да, хам какой-то там где-то. Ну, не знаю. Я вот подозревал, что я в этом месте был, но вроде как бы он хамоватый, но я как-то его так не то что на место поставил, а так как-то с ним переговорил, посмеялся, и вроде как все в порядке стало. Ну, так работа нормально. Все же люди, все же зависит от настроения, кто-то больше, кто-то меньше, но, в принципе, так и везде. Знаете, очень интересно, вот всегда ждешь в ожидании, а что будет потом, а что будет потом. Но я говорю, в ожидании двух вариантов. Ну что, пришло время передавать приветы вам всем. Благодарить в первую очередь привет моим родным, близким. Привет, Санька. Он смотрит мой канал постоянно. Привет Федору Андреевичу. Это дедушка жены нашего сына Иришки. Он тоже следит за мной. Бывший моряк. Тоже привет, Федор Андреевич. Привет остальным подписчикам, кто мне пишет комментарии, называет дядя Олег. Ну, по-разному называют меня. Передают приветы, интересуются Хестеркампом, интересуются работой, даже этой работой. Но, повторюсь, сюда просто так не попасть. Не от того, что какая-то закрытая информация, нет, потому что нужно звонить Смартайну и с ним объясняться по телефону, что ты как хочешь. И в основном он берет только по рекомендации. Скажем, 95% он берет по рекомендации. Даже я сюда попал по рекомендации, но когда меня спросили, откуда я узнал, я сказал, что я встретил человека на паркинге, с ним поговорил, и он мне дал ваш контактный номер. Ну, он говорит, вообще-то мы так не берем, но в данный момент я смотрю, у вас нормальный английский, и я так думаю, что проблем нету, и вам не 15-20 лет, вы не раздолбай. Поэтому как бы взял меня. И я уехал тогда на фикс-транспорт. Алекс, привет тебе, спасибо тебе за подсказку по паркингам. Я уже говорил не раз. Потому что действительно надо смотреть на эти дела. Но я повторюсь, что все-таки мы паркуемся, стараемся. Ну, во-первых, у нас голландские номера. Это немножко как бы смягчает. Во-вторых, мы паркуемся так, я, по крайней мере, не становлюсь в ворота, да, не мешаю заезду, выездам. И в основном становлюсь, как я говорил всегда и говорю, и вам советую, в этих зонах только в том случае, если вы стартуете в 6, ну максимум в 7 часов, то есть 6 часов вы уже на ногах, да, как бы, что вам не приедет полиция и не скажет там, типа, давай валяй отсюда, что вы тогда в этом случае можете как бы стартануть, если вам скажут, попросят. Вот. Леха, привет. Это рижанин, коллега. Сейчас по моей подсказке пойдет на другую фирму работать. Не буду говорить на какую, но пойдет, вроде позвонил. Я ему сказал, все в порядке, там на этой фирме я работал. Ну, просто так сложились обстоятельства, что заданий не было, я не собирался много ждать, но кое-какие нюансы меня не устраивали.
Леха, говорю, а тебя, может быть, устроит. Мало ли там что. Братишке моему привет, дальнобойщику. Сейчас перешел на новую фирму, работает. Сейчас где-то в Германии завис, там, говорит, такие заезды были, блин, говорит, же отказывался, потому что там километр задом сдавал по извилистой дороге. Вот. Ну и, конечно, Витьку привет, Лехе привет. Это друзья, коллеги, с которыми мы общаемся постоянно в чате. Ну и всем остальным, извините, кого не вспомнил, потому что потом вспомню. Но все равно все на связи, я на все комментарии отвечаю. И желаю вам удачи в профессии, а кто только думает о выборе профессии, выборе первой фирмы, компании, чтобы все у вас было хорошо. И повторюсь, не бегите за деньгами в первую каденцию, не надо, не стоит. Бегите за нормальным инструктором, который вас подстажирует. И, конечно, делайте выбор, но не прыгайте со стороны в сторону. Определились с какой-то фирмой, и все, в нее давайте и идите. Если вы договорились, что вас берут, все, остальные дела отбросьте. Потом вы просто будете тратить энергию на ненужные вещи, как бы так это, распыляться. И в итоге это приводит к нервозности, к депрессии. Я говорю, что я когда ушел, все, сделал выбор на Хейстеркампе, еще не имея документы, я уже не интересовался другими компаниями. Хотя у меня предложения от друзей шли, давай к нам, давай сюда, я поговорю, позвони, скажи от меня. Не, ребята, я уже определился, и прыгать со стороны в сторону мне не надо было. И я это не делал, я спокойно шел к своей цели. А когда начинаются прыжки в сторону, нафиг, лучше займитесь полностью документами, подготовьте их и идите туда, куда вас берут. Ну и еще совет для начинающих, реальный совет для начинающих. Вот вы пошли учиться на С-категорию, уже в этот момент связывайтесь с компаниями. Именно в этот момент. Не тогда, когда вы получите категорию СЕ, а именно в момент, когда вы пошли на С. Учиться. Не получили права, а учиться на категорию С. Потому что потом, когда получив категорию СЕ, вы начнете этим заниматься, вы будете тратить много времени, и время идет, вы уже с категории, но не можете найти работу, потому что вам надо документы, те. Ну, во-первых, искать компанию, во-вторых, вам документы готовят. А так вы связались с ними, договорились, что вы тогда-то заканчиваете примерно, вот, какие документы нужны, и начинаете готовить уже, в процессе, да. Но вы знаете, что вы пойдете туда. И вы тогда время не потеряете. Вы сделаете документы в течение месяца-полтора, в зависимости от страны, конечно. Где-то быстрее, где-то дольше. И вы готовы уже. И вас уже ждут. Как у меня было. Мне вообще писали и звонили, когда готов. А я только категорию С на тот момент еще не сдал. И работа у меня была. Работал я в Негасаторске. Ладно, ребятки, смотрите, 4 километра, отключаться не буду. Будем искать эту компанию. Через 1,5 километра у нас съезд. Едем мы, куда мы, какой-то супер маритайм. Что-то связано с морем. Супер маритайм. 800 метров нам надо направо уходить, вот сюда. Биссинген. Ой, какой дождик пошел. Будем съезжать. Какой хороший, я вам скажу. Моющий. Помоет нас трохи. Скорость ретардера, пока земля такая, асфальт не мокрый, нормальный.
менять, там, даст дорогу, не даст дорогу, фиг его знает. 2 километра до Хавана, до порта. Так. Нам тоже сюда... нам направо опять под мост. За мной тоже фура идет, наверное, тоже сюда. Ну, вот сейчас уже реальное время, 10:50. Для фур этот знак стоп, он, конечно, такой, очень неприятный. Остановился, потом начать движение. Если тяжелый, то груженный, то конкретно тяжеловато получается. Но я сейчас с пустым контейнером иду. Так, 1,5 километра, там уже по какой-то дороге он странный показывает ехать мне. И там я уже буду в зоне. Типа, что там нельзя. Не, нам пока еще прямо. Этот направо уходит, а нам прямо вон туда. Через железную дорогу. Тарелка где-то там у меня что-то рухнуло. Сегодня еще не завтракал, только кофе попил. Бутики сделал, сэндвичи. Последние 2 кусочка хлеба у меня остались. Требуется разрешение, пишет. Ну хорошо. Так, будем еще внимать. Супер Маритайм Висангер. Значит, сюда. Ищем название. За мной едет? Нет, не едет. Слава богу. Так что нормально все будет. Вот это вот здесь, в принципе. А как туда заехать? Сейчас будем искать заезд. Он есть вообще здесь? Интересно. Я проехал уже его. Или проложить? Да, как мне сюда заехать? Надо менять. Где-то какая-то табличка. Не вижу я. Лопак. Висангер. А что мне там написано? Остенгвейк 15. Может, там надо было вправо пойти? Ну, он типа вот здесь слева получается. Балк, Зеланд, Хакер. Остервек 15. Остервек. Хавен. Да блин, не здесь. А где этот Маритайм? Там, по-моему, дальше уже порт идет. Где этот Остервек 15? 5994. Да что ты вырубаешься?
455. Как-то я не туда поехал, ребят, я так скажу вам. Надо мне разворачиваться. Перепроложить. Такое ощущение. Перепроложить. Перепроложить. Сейчас поделаем маршрут, по-другому сделаем. Из Темеа. Не знаю, здесь что ли развернуться? Там типа показывает, что залку, лодинг, анлодинг. Показывает, что надо обратно ехать. Сейчас будем искать. Поедем обратно. Главное, блин, не вижу нигде этого названия. Господи, да что ж ты там, блин, как-то ведешь меня по-дурацки. Мы поедем здесь. Это Залка, нам туда не надо, в Залка. По этой дороге, теперь по ней не ведет, типа ее нету. Блин, 6 километров с половиной ехать куда-то. И куда он хочет меня привезти тогда в итоге? Направо, понял. Немножко не туда, надо было там. Место справа, но только получается там надо по-другому немножко ехать. Ну, я надеюсь на это. То мало ли, может быть, заезд где-нибудь здесь для меня, а для легковых там. Да, я там на Кольцевой сюда повернул. Эти машины пошли направо, то есть сейчас налево. А мне, наверное, надо было направо мне показывать. Сайчик вообще как будто я уже приехал. Сразу отключается. Геосия. Почему ничего вот нету никаких этих самых обозначений?
Хорошо, что я уже возвращаюсь в Опак. Вот ехали бы за мной эти, я бы им тут мешал бы, коллегам. Зачем мне вот эти предупреждения? Как их отключить? Он только мешается. Специальное разрешение. Но если я еду, я же не гуляю. Я же еду как бы на паркинг. Не на паркинг, вернее. Кстати, паркинг только в том месте, где вот разворачиваю. Лся. 6000 вольт. Перепроложить. Вот здесь. Направо. Так получается, что ли? Ну, посмотрим. 60099. У меня, блин, другие цифры. У меня какие-то, блин... Перепроложить. А, вот, по-моему, Maritime. Да, это Maritime. Этот нам нужен или нет? Супер Maritime. Да, это нам и нужно. Перепроложить. Супер Maritime. Вот сюда нам надо. Эти куда-то вообще... А, ну да, они же меня вели неправильно. Все правильно. У них же адрес другой. Перепроложить. Хотя нет, я потом точку возил. Ну что ты не едешь? Ждет чего-то. Ой, зеленый. Ждет, когда я поеду. Перепроложить. Там какая-то очередь стоит. Зона паркинг запрещен здесь. Вот это да. Ну вот здесь такие, конечно, чревато стоять. Возле портов. Таких, да. Если знак стоит. Потому что порты это все-таки стратегические Перепроложить. точки. Все, выключить. Раньше надо было перепроложить. Я сейчас вот за этот вал надо завернуть, и по нему через него ехать туда. Блин, сейчас идти под дождем, конечно, не очень здорово. Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Сейчас направо, завал. 2 километра. Пешком бы, блин, тут запарился бы идти. А вот и паркинг, кстати, нарисован. Что-то типа паркинг есть. На развороте. Это надо записать. Не забыть, да? 1,5 километра паркинг и тупик. Но это, наверное, типа для вот, кто приехал на загрузку. Так бы я, конечно, успел, если бы переключился на Google заранее. Highway.
Айвека. Машина века. Работал я на Айвека. С одной стороны удобно, с другой стороны так дискомфортно конкретно. Аккумуляторы, блин. Что там еще было? Блин, холодильник вообще малюсенький. Да, вот паркинг, да, здесь есть, видите, стоят машинки. Да, надо запомнить этот паркинг, что он тут есть на будущее. И все. Ну, нам не на паркинг надо. Паркинг большой, видите, здоровый. Мог и стоять бы здесь. Дальше нам надо заезжать как-то. Супер Маритайм. А как тут заехать? Супер Маритайм. Какие-то железки, блин. Надо... А, ну вот паркинг, да, все в порядке. Или надо сначала сюда подойти? Пойдем сходим.